В общем, друзья, детям приготовила кашу и учу, как я в детстве кашу делала так, чтобы она была не холодной. Я сначала делала как цветочек, да? Покажите еще раз, как мама научила. Вот так. Да, вот так, вот так, вот так. Делаешь цветочек, а потом лепестки кушаешь, да? И так каша получается вообще не горячей. И вкусная. Это, кстати, манная каша. Дети очень любят ее. Здесь в Турции называется ирмик. В общем, друзья, детей провожаю в садик. Сейчас время где-то 7:30. В 8:30 приезжает автобус. Вот в 7:30 кушаем, завтракаем. Хотя я уже раньше проснулась, мы уже с мужем позавтракали, я его проводила на работу. Ну что, до отеля сколько осталось? 2 дня. 3. Ну, если с сегодняшним днем вместе, то 3. Сегодня среда, четверг, пятница. Когда мы уезжаем? В субботу. Ура! Утра, прям рано утром уезжаем на автобусе. Прям в 8 утра у нас выезд. 3? Сегодня 3, да. В общем, что хочу сказать. У нас автобусы, билеты получились очень-очень дешевые. 300 лир за одного человека. То есть мы за 4 отдали 1200 лир. И отсюда до Сиде это очень выгодно получается. Автобус комфортабельный. Так что вообще этот ролик будет посвящен тому, что все, как собираю чемоданы, что ложу в чемоданы, вообще, в общем, ролик будет такой, как мы собираемся в отель. Как мы, что мы берем, что покупаем. Сегодня хотим по магазинам съездить. Мы не сегодня идем в отель, да. Через 2 дня. Через 2 дня. Я думаю, 2 чемодана нам хватит. У нас есть маленький чемодан для детей. И большой мы возьмем для себя. Сегодня надо будет вот эти вот для воды, для бассейна бублики купить. Да? И еще что-то хотелось, что-то еще надо было. В общем, солнцезащитка для тела у меня нету. Я из России не могла заказать. Раньше никто не приезжает. Да, через маму, конечно, солнцезащитку закажу ватами обязательно, потому что там она классная. Но сегодня будем еще солнцезащитку для тела искать. Хочу найти, не знаю, получится, нет, бесцветный, чтобы не было белого цвета. Меня вот это вот напрягает очень сильно. А ватами солнцезащитка прозрачная. И вот даже мы ходили загорать. У меня вот все тело сгорело, а лицо белое такое осталось. Так что защищает солнцезащитка от Атоми очень классно. Хотя она прозрачная, никакого белого вот этого вот эффекта не остается. И стоит она очень сильно дешево. Вот, поэтому 700 рублей за солнцезащитку, я считаю, это очень дешево. Но я, конечно, еще беру чуть-чуть подороже. Там есть серия Абсолют, еще и от морщин дает такой лифтинг-эффект за 900 рублей. Я вот ее покупаю всегда. Вот, поэтому сейчас пойдем по магазинам. Сначала проводим Азалию. У нас сегодня Азалия в садик, Алмаз дома. Вот. Напоминаю всем, кто на канале впервые, мы здесь живем в Турции, в городе Силивке. Муж работает на атомной электростанции. Я работаю удаленно. По поводу удаленки можете посмотреть в комментариях. Вот, рассказываю, показываю на этом канале свою жизнь, про жизнь в Турции. Мы живем уже 3 года в Турции. Скоро приезжает наконец-то к нам в гости моя мама. 3 года спустя увидит своих любимых внуков. Вот. Хотя она нам помогала нянчить все первые 3 года их. Да? Вы помните бабушку-то свою? Как ее зовут? Розалия. Розалия, да. У нас Азалия Алмаз, а Розалия моя мама. А вот мама мужа Бриллиант звали. И в честь нее, можно сказать, мы так вот получилось так. Даже вот не так прям целенаправленно мы имена выбирали, но все же вот Алмаз. И у мужа маму зовут Бриллиант. У меня маму зовут Азалия. Ой, Розалия. А вот девочка у нас Азалия. Так что вот так получилось. Ну все, пока-пока скажите. Пока-пока! Так, ну что, мы вышли по магазинам прогуляться. Сегодня тоже солнечно, тепло, но ветрено немножко, так прохладненько чуть-чуть прям. Все равно 25 градусов, 27 обещают, но до этого это было 31. Сейчас мы идем в один магазин, где можно посмотреть Бургер Кинг. Мимо проходим, где можно посмотреть от солнца что-нибудь типа крема. Вот. Потом еще в один магазин. Короче, покажу, что мы обычно покупаем.
для отдыха. Вот. Так. Сейчас посмотрим, что взять. Так, вот все средства Какие тут средства нам? против солнца. Я Вот. знаю, вот эти. Да, вот такие вот тоже есть. Единственное, сейчас я найду бесцветный хочу, чтобы был. Вот это. Короче, я спросила, говорит, все белые. Сейчас попробую в другой магазин зайти. Мне прям он принципиально не хочется белый ходить. Потом эти еще составы не смыть. А вот в Атоме есть бесцветный крем, вот этот вот для тела. Для лица, так как я и повторяюсь, у меня есть. А вот для тела в турецком сайте нету. Кстати, кто хочет заказать себе из России, я вам ссылочку оставлю. Можете зарегистрироваться, заказать перед тем, как сюда ехать, отдыхать. Так, еще нам нужен, у них он называется Симит, бублик для плавания. Прям вот в этот раз дети говорят, мы опять не успели его заказать, ну, уже в местном приложении на Трендиоле. Приходится сейчас вот искать. Там он есть, там он, кстати, он не дешево стоит. Сейчас посмотрим, сколько стоит здесь. Короче, у них только вот такие. А это для меня. Ну, это, видишь, 125 лир стоит. Но они не такие. Вот у нас вот такие вот есть для плавания детей. А вот они хотели такой большой, крупный симит. Увы и ах, такого нет. Но дети хотели. А мы, к сожалению, забыли. Вот еще магазин Эве наподобие продается там. Дай руку. Везде видны русскоговорящие. У всех отпуск, похоже, начался. Так, вот сразу стоечка. Короче, говорит, тоже нету. Смотрите. SPF-ка, вот, ну, для тела я его нашла. Нормальная, вроде 50. Стоит 749 лир за 200 миллилитров. 749. Реально 200 миллилитров. Это получается 1650 рублей за 200 миллилитров. Короче, решила еще зайти в Мигрос. Сейчас, может быть, здесь тоже найду что-то. И мясо хочу посмотреть еще. Может быть, свежее привезли. Если, то куплю. Вот они тут тоже есть. Сейчас буду смотреть. Может быть, здесь хоть найду что-то. Здесь тоже уже, смотрите, 850, 899, 519, 30 защиты 499. Вот нормальная, скорее всего, это, да? Но уже стоит, смотрите, 1000 с чем-то лир. 150 миллилитров, 200 миллилитров, 75 миллилитров. Тут какие-то даже в этих, в коробках непонятные. Короче, сейчас, если найду, вам покажу. Надо же еще разобраться, это чтобы главное было от солнца. В общем, я зашла в Гратис магазин. И мне сказали, вот сейчас акция идет. Смотрите, 900 лир было, сейчас 450 стоит. Типа детям, говорит, тоже подойдет. Тоже 200 миллилитров. Вот, ну, на рубли это получается где-то сколько? 1100 где-то. Такой крем в рублях. Пришла я к своему мяснику. Мераба. Это вармада найти. Йоу? Увы и ах, свежего мяса нету. В итоге, короче, заехала в Мигрос за 759 лир. Вот мне сейчас делают фарш. Килограммчик куплю. Хочу, короче, сделать в дорогу. Потом покажу, что сделаю. В дорогу такой перекус. Так, смотрите. Взяла килограмм с чем-то. Вышла на 854. 850 за килограмм получилось. У меня мама говорит, уже и у них мясо дорогое. Если вот чистое прям брать, 1000 рублей стоит, говорит. В принципе, да, подорожало, говорит, тоже все. Хочу здесь тоже посмотреть сейчас какую-нибудь солнцезащитку, если вообще здесь она. Зашли сейчас в Каррефур и хочу здесь тоже посмотреть вот эти симиты. Здесь тоже стандартные и таких больших нету. Короче, только... Ну, это не такие, это не такие. Это... Ну-ка, покажи. Давай не будем покупать. Видишь, она хочет как вот симит такой вот, откушенный бублик такой. Вот такой она хочет. А здесь такого нету. Ну, да,
Я не знаю, где искать. Давай единорогов купим. Но это совсем для маленьких. Поэтому не вариант. А мы вот я Здесь в Карфуре сегодня рыба есть, но что-то рыбы пока не хочется. Зато смотрите, эти нектарины пошли. выбрал себе. Прям аромат я такой выбрала сильный, вот но это. они пока жесткие. Я выбрал вот это. Точно это выбрал? Да, посмотрим. Я взял. А тут даже ансенки Вот, нет. наверное, 250 где-то стоит. Нет. Вот оно, вот. Папа. Наверное, это не от этого. Это вот от этого, наверное. Это скорее всего, побольше 250 стоит. Ай. А что, другого цвета нету? Только такой, розового нету. Ну, а зальки, короче, не будет, значит. Не будет? Да. А алмазику такой купим. Ну, она Зайца будет плакать. Ну, Зайца будет плакать. Надо купить. О, смотри, внизу какой-то есть. Это что такое, интересно? Вот смотри, какой. Это для мальчиков. Вот, это 9 плюс написано. Это красиво. А это что? А это насос. А для Зайца тогда какую возьмем? Я даже вот и не Тут знаю. нет для Зали. Тут нет для Да, Зали. 3,6 уже нам не подходит. А это сколько? Подожди, мы сюда не смотрели. Это 8 плюс. Но тебе подойдет, короче. я думаю. Подойдет, да, подойдет. Вот жаль, что... Ну, это, короче, 250, наверное, где-то, если не дороже. Это 3 плюс 6. 3,6. Дай-ка посмотрю. Ну, это простой, не. Такой у нас вообще как бы и был похоже даже. И мы купили круг, стоит 385 лир. Сейчас зашла. Хочу купить огурцы, 25 лир стоит. И хочу взять немножко, наверное, помидоров. Вот таких вот, тоже за 25 простых. Очень дешевые сейчас помидоры. И возьму перец красный. Он нужен мне для как раз таки вот того, что я буду готовить в дорогу. Так. Что еще мне надо? Ну, зелень, возможно, возьму. И салат айсберг. Так, и вот заехали мы в Шок за 79 лир. Вот такая вот для вот такой вещи, короче. Я не знаю, не могу назвать это шаурмой. Типа люля-кебаб в лаваше, короче. Вот такую штуку буду готовить в дорогу. У меня ведь недавно только вот ехал, получается, сын поехал, да, по этой же дороге. И когда вот, ну и муж ездил в нашу квартиру в Газипашу тоже несколько раз. И когда он ездил, он говорит, что там в дороге очень дорого. То есть питание, ну вот, например, порция одна, и то так, говорит, не совсем прям вкусно, 500 лир стоит. То есть, ну я думаю, вот, например, на нас четверых 2000 лир за еду отдавать, ну, я считаю, что это дорого. Поэтому как бы вот так вот заранее готовимся к дороге. Экономим и на автобусе. А так, смотрите, нам говорят, примерно 4-5 тысяч лир просят на трансфер. Может быть, обратно мы как раз таки на трансфере поедем. Вот, такие дела. Короче, закупились. Я еще купила кудрявую петрушечку, яблочки, перчик. В общем, сейчас будем кушать. Так, ну вот такие вот бутербродики получились у меня. Тут получается мясо, котлета в гриле, ну как люля-кебаб, помидоры, капуста, майонез, что там еще я положила, сыр и огурцы соленые с лучком. Вот. Всем доброе утро. У нас настало доброе утро. А я хочу И котлетки. мы с утра уже ходим гуляем. Нет, не надо, я тебе сама дома котлетки сделаю. А вышли мы с утречка сегодня. Почему? Потому что у Алмазик глазик. Покажи, Алмаз глазик свой. Один покраснел и чешется. Как вот ячмень такой вот вышел. Сегодня сходили в больницу с утра.
Сейчас вот оттуда как раз купили вкусняшки сразу же. Это был Мама магазин 2. обязательно, да, после больницы, говорит, вкусняшки мне купи. Вот. В общем, прописали нам таблеточки. Обычно здесь как, у кого есть ВНЖ, прописывают таблеточки и отправляют в аптеку с бумажкой. Вот, я в аптеку зашла, и, к сожалению, аптека пока, говорит, попозже, говорит, приходите, пока система не открылась. Вот. И мы поэтому гулять вышли. Сейчас хотим симит найти для Азалии в отель. Йогурт есть у нас. Вот здесь вот нет симитиков. Смотри, для отеля. Ну, тут для мальчиков есть. А вот Ну, это, смотри, ну, какие сколько есть. Смотри. Да, надо поискать побольше. Видишь, здесь написано. А он же 4-8 лет, кстати, тоже подойдет. Кстати, я Вот такой вот розовый есть. Ну, это фламинго. О, давай вот это. 9 плюс написано. 9 плюс. Кстати, он этот, смотри. С этой штукой. Ну, разноцветный как бы. Ну, Но вряд давай ли мы этот сейчас возьмем. уже найдем. Давай. Сейчас я сфоткаю, отправлю папе. Ну-ка. Вот это купим. Ну, конечно, 9 плюс большеват, мне кажется, будет для Азалии. В общем, не подходит, он большой. Сейчас это покупаем и идем дальше. В общем, решили мы немножко прогуляться. Мы недалеко от... Велосипед здесь оставили. Недалеко от центра. Поищем этот симитик для Азалии, потому что уже остался один день завтра до сборы. Вот, поэтому пойдем сейчас в центр. Сказали, купаться нельзя. Братик сказал, тебе купаться нельзя. Я знаю. Море нельзя. Что будем делать? У нас же отель впереди. По сути, у нас все уже куплено. Только вот сегодня уже чемодан вытащу и буду собираться. Давайте вам покажу турецкие улочки и как тут вообще все с утречка. Очки продают. Здесь вот магазин игрушек. Кстати, вот здесь, интересно, нету. Закрыт. Ну ладно. Аптека. Нет, я хотела симит посмотреть. Ну, это же детская. Может быть. Интересно, где может быть этот симит? В каких местах продается? Что-то здесь кажется, что нету. Скорее всего, здесь нету. Хотя немножко можно прогуляться, куда-нибудь зайти. Выпечку продают. Очень вкусно пахнет, кстати. В общем, мы сделали такой круг и обратно возвращаемся. А я хочу кафешку пойти, интересно. Да? Да. В кафешку ты хочешь пойти? Знаете, что я полюбила? В последнее время прям вот это еже щи кофте. Смотри, какая Чи кафешка кофте. есть. Да. Скоро мы в отелях, в кафешках насидимся. Да, вот эта кафешка. Там у нас, кстати, очень крутая прям этот будет кафешечка прям в отеле, где делают суши и роллы. Вот. Вот Азалька вообще прям обрадуется. Мне кажется, она очень любит суши, Я очень любит тоже. роллы. Я тоже. Вот. Сейчас тут покажу. Хотя тут что-то не вижу такой вот. Чикофте, короче, из булгура делают. Типа такие, как шаурма, типа того, но внутри из булгура. Вместо мяса, короче, булгура. Это для вегетарианцев. Но мне что-то в последнее время так нравится. Поэтому... А давай в шок зайдем, может там есть что-то. Семит, типа семита. То есть вот они называют, короче, вот это вот бублик для плавания семитом. Поэтому мы тоже называем его семитом. Семит Динес Эчин называется. Кстати, здесь Салапазары есть, туда можно быстренько сходить. Там тоже посмотреть. Нету в шоке таких вещей, увы и ах. Сейчас зайдем в Салапазары, может там что-то найдем. Короче, нету, и тут в Салапазары тоже нет. Алмаз меня уговаривает в кафешку пойти, чай попить. Наверное, мы чай попьем. Сходим. Иди, беги, выбирай что-нибудь вкусненькое себе. А что нет-то? Время есть? Я хочу чай. Чай в молоке был. Чай с молоком? Вот. Я хочу штуку. Посмотрим, что сколько стоит.
Короче, приехали мы в свое любимое кафе Фостык Заде, потому что там нам сказали ничего нет. По пути взяли свои таблеточки. Так, ну что, мы покапали алмазику в глазик и крем намазали. Ну-ка покажу. Вот такую вот пироженку взяли. Может быть, даже ее можно вот так держать, кушать. В общем, красота. Чай здесь должен быть бесплатный. И вот такую красоту я себе купила. В общем, приятного нам аппетита, да? Я тоже это хочу попробовать. Попробуешь обязательно. И, друзья, подабадам, самый ответственный момент. И самый мой любимый момент, когда я собираю чемоданы, потому что я очень люблю дорогу, я очень люблю путешествовать. И я думаю, это многим очень нравится, поэтому это мое любимое дело. И всегда оставляю я это на вечер. Хотя чемоданы уже вот поставила где-то вот, наверное, уже днем. И каждый человек приносил, что надо сюда поставить. Пока еще муж на работе, и он тоже придет, скажет или положит что-то. То есть я всегда вот так открыто оставляю. Раньше мы обычно такие вещи складывали на кровать, как бы, да, вот все складываем. Но так как это не совсем удобно, потому что, ну, как бы, может быть, ты что-то забыл. И до последнего я вот так чемодан открытым оставляю. И что надо, может человек кинуть даже перед выходом. Поэтому вот так вот обычно у нас происходит все. Как вы видите, да, еще вообще одежды даже не положили. Самое главное, что положили? Положили все, что для купания надо. Купальники по 2 штуки детям, по 3 штуки нам. Вот после плавания, там, чтобы не сгореть. Потом на руки, там круги вот эти вот. Обязательно солнцезащитку, которую я купила, ложим. И сейчас буду еще постепенно вам показывать, что я кладу в свой чемодан. Также я люблю вот этот вот дорожный набор от Атоми. Он стоил 800 рублей, когда я его еще покупала. Он у меня все еще живой, потому что, в принципе, да, там, пока в отеле ты находишься, вот этими тюбиками пользуешься, когда уже ты дома, ну, как бы откладываешь. Мы в прошлом году ездили, я его тоже брала. То есть это еще все еще живой с прошлого года, хотя стоит 800 рублей. Ну что здесь? Здесь вот умывалки, очищение лица обязательно, да, чтобы большие бутылки с собой не брать. И мало ли, да, не во всех отелях бывает там и кондиционер, и шампунь, я не знаю, да, хотя мы вроде в хороший отель едем. А как отель называется, я вам, конечно, скажу в следующий раз. И здесь вот как раз шампунь, кондиционер для волос и для тела гель для мытья и после душа. Вот, и вот так вот обязательно кладу. Кому это надо, ссылочка для регистрации под видеороликом есть. Заходите, можете регистрироваться, можете тоже совершать покупки. После регистрации покупки будет там на 15-20% дешевле. Поэтому не заказывайте задорого, потому что на Озоне Wildberries дороже идет от производителя. Если вы зарегистрированы, конечно же, дешевле все. Так, еще начала сейчас уже ложить одежду. Обязательно беру нарядное для Азалии и Алмаза, то есть что-то такое типа платья. И обязательно что-то комплект теплый какой-то. Ну, как сказать, теплый. Не сильно как бы теплый, но чтобы брюки и кофта. Обязательно вот эту вот курточку беру. Вот еще дополнительно возьмем мы кроссовочки в любом случае. Наверное, в сандаликах поедем. Сланцы возьмем. То есть еще дополнительно 2 обуви будет. Ну, 3 варианта обуви. Это сланцы. Что еще получается? Кроссовки и сандали. Для взрослых то же самое, по сути. Все это вот надо. Просто я решила, вам уж неинтересно будет вот эти шмотки показывать уже. Единственное, покажу, что обязательно беру платье, потому что в прошлый раз, когда я была в отеле, мне там написали, что где же твое вечернее платье? Как бы у меня там платье было несколько, но чтобы прям вечернее я специально купила. Вот, и даже не носила, потому что вот это прям для отеля, вечернее платье. Если пойдем в ресторан а-ля карт. Ну, одежды я еще возьму очень много, сразу говорю. Беру фен обязательно. Вот, фен не доверяю ихним фенам, и поэтому беру все-таки свой. Мыльно-рыльное. Вот, еще пока не закрыла, потому что мочалку чуть, наверное, сюда добавлю. Вот такие вот детские, получается, у нас.
тоже от Атоми красивые такие, тоже покрытые ионом золота, щеточки такие тоненькие. И вот представляете, да, 8 таких щеток на российское поставить 1000 рублей стоит. Я считаю, что это дешево, потому что детские щетки, они и так дорогие, но и они должны быть хорошими. Что хорошо, что паста одна на всех. То есть и детям можно ею пользоваться, никаких вот этих тяжелых металлов нету, и она с прополисом. Даже если есть проблемные какие-то полости рта моменты, это наши такие красивые щеточки тоже беру. Хотя, в принципе, даже и дорожный набор есть, где вот одна щетка, паста тонкая такая и ёршик для зубов. И это прям в футляре идет. Но пока я не приобрела, потому что из России надо везти. Здесь нету на турецком сайте. А вот это есть на турецком сайте. Что я еще? Конечно же, вот этот вот не закрыла еще сюда. Докину то, что надо. Это косметичка. Обязательно у меня тут тонер после умывания, после очищения надо для лица обязательно тонер, чтобы не засушить лицо, чтобы сохранить pH-баланс кожи. Ну и, конечно же, здесь духи. Мои любимые, кстати, духи. Это, они уже заканчиваются. Барбари Хё. До этого я пользовалась Живанши. Такие розовенькие. Похоже, уже идет муж с работы. Ну что, друзья, мужа покормила, детей уже, можно сказать, отправила в свои кроватки. Давайте быстренько расскажу. Так, про тонер сказала, что с собой беру еще. Обязательно беру. Да, кстати, сегодня мне одна девочка говорит, а что ты, говорит, ресницы не наращиваешь, что ли? Там, ногти почему не делаешь на отдых? Знаете, вот раньше, когда я собиралась из России на отдых, я как раз-таки вот это все и делала, потому что мне казалось, это вообще что-то такое. А сейчас, каждый раз, ходя на море, уже примерно понимая, что да, меня ждет, я уже по-другому собираюсь. И поэтому я беру тушь обязательно, да, от Атоми. Она у меня не снимается, чисто от воды, то есть она у меня не падает. Вот. Хотя она не водостойка и снимается, знаете, не как эффект панды, да, чтобы под веками такие черные пятна, а чулочками. То есть и снимать легко, и она еще и не падает вообще как бы на глаза. То есть, ну, классная, короче. Вот, когда я начала ею пользоваться, у меня перестали вот эти вот проблемы с тушью, что-то типа там, что делать, я же иду на море. Потом вот такой тоже, такой как бы не карандаш, а фломастер, да, для глаз. То же самое, не растекается от жары, в море ничего с ним не происходит, но как бы обычными средствами снимается. То есть вот так вот. Обязательно беру, конечно же, помаду. Это у меня всегда для увлажнения на солнце, чтобы губки не сохли. Вот. Что у меня еще есть? Обязательно BB. Вот этот BB-крем, он подстраивается под цвет кожи. Я его вот в прошлом году за 600 рублей брала. Ну вот, знаете, это, наверное, идеальное средство, которое я вообще в жизни пользовалась. Вот честно. Потому что он реально подстраивается под цвет кожи, и его на лице не видно. Хотя он плотненький. Говорят, что все косметологи практически уже пользуются этим BB-кремом. Действительно очень дешево стоит для, ну, вот эффект, который получаю. Одежду я больше, наверное, не буду показывать, да, это там у меня уже старые какие-то, ну, крема, конечно, у меня тоже есть, да, на всякий случай. А вот из косметики, наверное, это все. Что еще можно показать? Что еще я беру с собой? Это уже футболки закинул муж. Одежду, наверное, больше уже не буду показывать, да и уже все, как бы, да. Надо уже складывать все. То есть сейчас вот буду перебирать вещи, буду собирать вещи, собирать вещи детей, мужа. В общем, вот так вот завтра отправляемся. У нас автобус 8:40 вроде, мы поедем на такси до автостанции, и потом за 300 лир, я, как и сказала, да, на 4, получается, 1200, доедем до Сиде. Мы отправляемся в Сиде, у нас отель будет в Сиде, и уже я завтра покажу вам, сниму все это и дорогу, наверное, и озвучу отель, в котором мы будем отдыхать. Мы едем на неделю. Хотелось бы, конечно, побольше, но ну, вот как бы сейчас уже очень дорого. И, наверное, и завтра уже расскажу по ценам по пути. Вот. В общем, как-то так.
Ну, а вам всем большое спасибо за внимание. Еще раз повторяю, кому интересно по поводу работы, проходите по ссылке «Удаленная работа». Кому интересно, кто хочет зарегистрироваться и себе заказывать, пользоваться, проходите по ссылке «Зарегистрироваться». А также еще у меня есть продуктовый чат. Вы можете туда проходить. Я туда скидываю видеоролики обычно, рассказываю про продукты, чем я пользуюсь и какой эффект я получаю, сколько будет стоить это. Вот. Кому что интересно, проходите по своим предпочтениям. Всем желаю счастья, радости, мирного неба над головой. Любите друг друга. Самое главное, позитива. Всем пока.